трансляция начата. Так, народ, мы вообще-то сейчас начинаем. Вы тут хватит болтать, и мы уже в эфире. Все, Ольга Васильевна, можно жечь. Здравствуйте, дорогие долгожители и долгожительницы. У нас сегодня программа о волосах. Вроде как не очень, это, конечно, не сердце, не желудок и не какие-то серьезные еще органы, но, как говорят японцы, волосы и ногти – это хвост крови. И они очень часто определяют проблемы или не проблемы именно вот по волосам и по ногтям. Сегодня мы будем говорить о волосах. Для тех обладателей или обладательниц шикарных волос, для того, чтобы обладательницы шикарных волос были, и обладатели, ну, не всегда шикарных волос, но главное не перепутать. Обладатель может быть и с шикарными волосами, и вообще без волос, и лысый тоже. И это тоже модно. А вот представить себе даму без волос, ну это кто? Наргиз, еще там пару-тройку таких дамочек, которые в шоу-бизнесе. Ну, наверное, интересно. Но как-то вот на работу, когда выходишь, хочется идти все-таки хоть с какими-то волосами. И вот разговор о том, что нужно делать для того, чтобы были волосы, вот как мы сейчас видим, у Юли Сафоновой, которая будет сегодня работать с вами. Потом вы увидите Тамару Черемину. То есть, помните, девчонки делали передачу, программу по похудению. И первое, что я попросила, я говорю, встаньте-ка, покажитесь во весь рост. И когда встала Колганова Люба и Карганова Жанетта, тоненькие, как березки, я сказала, имеете право. И вот то же самое я могу сказать о том, что Юля Сафонова у нас работает уже 14 лет и пользуется только продукцией Вивасан. А у нас огромная линейка и шампуни, и маски, и бальзамы, и краски, и все что угодно. И Юля Сафонова эксперт по уходу за волосами. И еще основную, наверное, лекцию, я не знаю, как у вас там распределилась ваша лекция, основную лекцию это признанный совершенно эксперт по уходу за волосами, химик, органик, нутрициолог и человек, который многие годы пользуется нашей продукцией, а до этого занималась вообще еще серьезно своими волосами, Тамара Черемина, город Москва. Поэтому, дорогие друзья, сегодня у нас будет направленная такая программа для того, чтобы вы могли уже и услышать специалистов и задать им вопросы любые, особенно индивидуальные. Вы можете их писать в чате, вы можете писать в соцсетях, и они обязательно ответят вам на любой ваш вопрос. Ну а кроме того, если вас это заинтересует, пожалуйста, заполните анкету и приходите к нам. Мы будем всегда рады. Итак, предоставляю слово. Юлечка, вперед. Ну, анкеты можно заполнять, во-первых, внизу, указав имя, фамилию, указав свой номер телефона и дополните, пожалуйста, Viber или WhatsApp, что у вас есть. Также ниже вы можете увидеть на сайте Вивасан, там есть комментарии, вы указываете свой комментарий, какой вопрос вас интересует, и напишите свое имя, как вас зовут, чтобы мы видели, от кого приходит вопрос. Ну и сейчас мы, наверное, начнем о самых важных секретах, с которыми нам готова поделиться Тамара. Тамара, расскажите, пожалуйста, самые важные секреты, то, о чем мы не знаем, это мытье. Вот это очень важная процедура, которую проходит каждая женщина и мужчина. Что есть там такое, чего мы не знаем? Спасибо. Ну, во-первых, добрый день всем. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас, ну, как мне кажется, очень интересный и актуальный эфир, потому что мы будем говорить о волосах. Это касается и женщин, и мужчин, ну, даже подростков. К нам обращается очень много людей, у которых есть такие проблемы. Волосы – это действительно украшение, это дар, но это и эксперименты. Мы постоянно хотим что-то изменить в себе. Мы хотим быть блондинками, брюнетками. Мы пользуемся жесткими аммиачными красками и потом получаем то, что мы получаем, как говорится.
за последнее время по статистике ухудшилось состояние волос. Это связано с очень многими факторами. Но прежде всего это использование не очень качественных средств по уходу за волосами. Для меня, например, это очень важно. И вот этот интерес к волосам, он не случайен. Ну, от рождения, от моих родителей досталась мне коса 1,30 м, поэтому это предмет всегда заботы, тревоги, уход, как сохранить все это. Тогда на самом деле не так много было средств, не такой огромный выбор, как сейчас, но и в том, что сейчас есть, нужно уметь ориентироваться. Я химик и попытаюсь вам с точки зрения химии каких-то моментов разъяснить, на что же все-таки нужно обращать внимание. Ну что ж, новость плохая в том, что волосы, оказывается, стареют с возрастом. Ну, стареют. Они истончаются, они ломаются, становятся тусклыми. С возрастом падает содержание эстрогенов, если мы говорим о женщинах. Волосы становятся ломкими, они выпадают, и они растут медленнее. Но есть и хорошая новость, потому что мы с этим можем справиться. И, пожалуй, сейчас мы потихоньку вам раскроем, как же это сделать. Ну, как и любой уход, мы же ведь ухаживаем за своим телом. С чего мы начинаем? Мы начинаем с очищения. Волосы мы тоже моем, промываем и ухаживаем за ними. Вот с этого, пожалуй, нужно начать. Вы знаете, когда я разговариваю со своими друзьями, знакомыми, и удивляюсь, оказывается, люди неправильно относятся к температуре воды. Моют голову горячей водой. Вот волосы не любят жар, не любят высокие температуры. Температура, вот относитесь правильно к температуре воды, которую моете. Она должна быть где-то от 36,5 до 37,5. Почему именно так? Ну, потому что в воде горячий кислород, он может присоединяться к молекулам воды, образуя перекисные соединения, тем самым вызывать ожог кожи головы. Также присутствуют еще кислоты разные. Вода жесткая, много очень разных макро-микроэлементов. И все это вместе, и температура воды, использование горячей воды приводит еще к повышенному салоотделению. И таким образом довольно у многих появляется такая проблема, как жирные корни и сухие кончики. Что же с этим делать? Так вот, нужно правильно промывать кожу головы и волосы. 3 режима существует. Сейчас я вам поподробнее расскажу. Первый режим, он называется основной, базовое мытье или детокс, можно и так его назвать, в котором мы используем наш шампунь. Ну вот я вам покажу, у меня тут есть мой любимый шампунь. Шампунь для окрашенных волос. Кстати говоря, всю информацию, которую я даю, это касается линии Сонатинт Миглиарин, швейцарская линия. Именно на ней я остановилась. Вообще, эта продукция по уходу волосам оказалась она оптимальной для меня. Это мой выбор. Что мы здесь используем? Вот шампунь здесь только один шампунь. Никаких других уходовых средств мы не применяем. Шампунь здесь используется в виде жидкости, геля и пены. Что мы делаем? Обильно смачиваем кожу головы водой. Я настаиваю на этом обильно, а потом вам расскажу. От 2 до 5 минут. Я не знаю, кто это делает, но на самом деле это очень важно. Потом вы поймете. От 2 до 5 минут. Далее вы выжимаете немножечко геля на ладонь, вспениваете и с кончиков волос до корней наносите, взбиваете в плотную пену и ждете до полного погашения пены. Именно здесь идет работа с
очищением волос и с гидролипидной защитной оболочкой кожи головы. Она у нас, как правило, у всех разрушена. И вот именно этот тип мытья позволяет восстановить pH кожи головы. Где-то сколько минут мы держим, Тамара? Мы держим 15-20 минут до полного погашения. У каждого может быть по-разному. У кого-то 5, у кого-то 10 минут. Но если сразу гаснет пена, это говорит о том, что волосы очень сильно токсированы. Поэтому можно повторить эту процедуру. Ну, как правило, одного вполне достаточно. И дальше за этим мы смываем, обильно смываем шампунь. Не просто так раз. Тоже очень обильно нужно смыть шампунь с кожи и с волос. После этого выдавливаем гель еще немного, не вспениваем его и тут же наносим на волосы. И вы даже руками заметите, что волосы стали совершенно другими. Мягкими, подвижными, гладкими. Это закрылись чешуйки. Да. И дальше обильно смывайте. То есть здесь шампунь в виде геля, он работает как кондиционер. Вот это такое двойное действие, это очень интересный момент. Это, пожалуй, ноу-хау, фишка этого шампуня. Вот этот тип мытья мы делаем раз в 10 дней, раз в неделю, раз в 10 дней или раз в 20 дней. То есть зависит от состояния кожи головы. Здесь в этом типе мытья как раз хорошо и глубоко очищается гидролипидная защитная оболочка кожи головы, восстанавливается ее pH. Это очень важно. Ну, в промежутках, промежуточное мытье, оно называется баланс-мытье. А здесь уже мы используем не только шампунь, но и бальзам. Честно говоря, мне этот тип мытья очень нравится. Значит, как это происходит? Ну, то же самое. Перед этим мы, правда, приготовим такую водную смесь. Это разведем 1 к 1 бальзам. Вот он у меня вот такой бальзам с водой. Ну, можно грамм 10, а и 5 можно выдавить этого бальзамчика и 5 мл воды. И вот этой смесью мы нанесем, обработаем кончики волос. И пусть немножко они, так сказать, впитаются, побудут. У кого-то, если очень сухие кончики, вот секущиеся, туда же можно еще добавить масло, жожоба или авокадо. Это будет такое смягчение волос. А дальше обычный мытья. То есть мы вспениваем, мы сначала увлажняем кожу головы, наносим пену, вспениваем и смываем. Если вы моете кожу головы и волос шампунем для окрашенных волос, как я, то вполне достаточно. Уже можно даже после мытья не наносить бальзам. Но по потребности можно и нанести бальзам. Но вот здесь я прошу заметить очень важный такой момент. Бальзам мы ни в коем случае не наносим на корневую зону волос. Мы наносим ее только на половину длины волос. Потому что фолликул волоса воспринимает бальзам или какое-то другое, такое достаточно плотное ухаживающее средство, как токсикант. И он будет реагировать на это выбросом кожного сала. Вот таким образом получаются жирные корни и сухие кончики. Значит, вот это тип мытья мы называем баланс-мытьем. Ему можно делать, вот я, например, где-то раз в 4 дня, мне иногда бывает и раз в 5 дней я мою голову, потому что, знаете, оказывается, все-таки чем меньше вот этот цикл мытья, тем больше питательных веществ входит в кожу головы, и это более полезно для волос. Но так бывает, что у людей грязнятся волосы достаточно часто. Тогда, ну, по каким-то причинам, да, есть еще один способ мытья, он называется
ополаскивания. И вот этот способ, он пришел из спорта, кстати говоря, потому что это большие нагрузки, и действительно нужно просто освежить кожу головы. Тогда мы шампунь разводим в большей концентрации, 1 к 5, 1 к 10. В эту же эмульсию можно добавить масло мяты, оно обладает охлаждающим действием, и таким образом будет еще такой освежающий эффект создавать. Это у нас будет ополаскивание режим, и в таком режиме можно достаточно часто промывать голову, волосы, хотите хоть каждый день. Но со временем, если вы будете вот следовать такому режиму, вы придете к тому, что вот к такому типу мытья, о котором я говорила, детокс и баланс мытье, у вас постепенно отпадет вот эта необходимость ежедневного мытья волос. И что мы в результате всего этого получаем? Вот я здесь тоже можно добавлю, Тамара? Вот я пришла к тому, что можно мыть голову не каждый день, а именно раз в 3-4 дня, а иногда и в 5. Но к этому нужно приходить постепенно. Вот именно с этими шампунями можно привести в норму выделение жира. И волосы, почему моют их каждый день? Потому что они становятся грязными у корней, и с ними невозможно уже ходить. Ну, да, совершенно верно, Юль, ты права. И по опыту говорю, что вот эту проблему, дисбаланс, жирные корни, сухие кончики очень легко можно решить. И вы увидите, что волосы качественно станут другими. Вот когда, мне, честно говоря, перед тем, как готовить эфир, я очень много чего перепробовала, честно вам могу сказать. И вот этот тип мытья, когда я перед мытьем наношу бальзам, там как бы идет такая защита кончиков волос, да. Впоследствии, я еще потом расскажу, сделала некий такой лосьон-спрей специальный. Волосы я рекомендую всем готовить ручки и тетрадки или блокноты, потому что рецептов будет много, чтобы вы успели записать. То есть, понимаете, волосы эластичные, подвижные, они легко укладываются. Я, честно говоря, укладываю волосы только феном. И укладываю один раз после того, как помыла голову. И у меня это держится вот 6 дней. Это очень удобно. Вот. И что еще могу сказать? Ну, давайте мы поговорим сейчас, наверное. Давайте я могу вам сказать такой лосьон, вот рецепт, он сделан на основе некой базы. Базу можете себе записать или потом посмотрите. Это рецепт для чего, Тамара? Рецепт вот его. Вот видите, у меня такой лосьончик, шампунь, и из-под лосьона миглиарин со спиртом. Ну, вы можете использовать абсолютно любой флакон, главное, чтобы здесь был пульверизатор, распылитель, спрей. А состав его такой. Нежирное масло у нас есть в нашей линейке, или масло без масла, как мы его называем. Это специально разработанное парфюмерное масло, ухаживающее, совершенно замечательное, я его обожаю. На него тоже легко укладывать волосы. Состав такой. Вот это нежирное масло, 1 столовая ложка. Бальзам для волос, 1 чайная ложка. И дальше мы доливаем кипяченой воды до верха. Ну, можно вот до этой синей рисочки долить кипяченой воды. Вот, например, у меня кончики волос сухие. Вообще волосы сухие. Это, честно говоря, такая проблема, она... Ну, проблема возраста, скажем так, потому что с возрастом доминируют процессы сухости, гидролиз, дегидратация. И поэтому я использую эфирные масла, которые улучшают это состояние при сухом типе волос. Это иланг-иланг, это нероли, это лаванда и розовое дерево. Вот
Если обработать этим спреем после мытья, волосы приобретают необыкновенную шелковистость и блеск. Вот открывается цвет волос. Волосы блестят. Вот поймите, что такое блеск? Это значит... Тамара, я правильно поняла? Мы наносим спрей потом полностью на волосы. Вот то, что мы сделаем, да? И не смываем. И не смываем. Дальше укладываем волосы. Я хотела сказать, что такое блестящий волос. Это прямой волос. Там все чешуйки закрыты. Вот все чешуйки закрыты, поэтому он может хорошо отражать свет и давать вот этот блеск. Ко мне обращались люди с таким вопросом: электризуются, волосы электризуются. Ну, здесь очень простой ответ. Значит, либо не очень качественный шампунь. Ну, в масс-маркете надо понимать, что шампунь, там очень небольшое количество поверхностно-активного вещества, остальное растворители. Мало того, что это не промывает кожу головы, но это еще и повреждает гидролипидную оболочку и может разрыхлять структуру волоса. А это такие чешуйки кератиновые, которым покрыт поверхностный слой волоса. То есть, ну, как елка. После этого, конечно, надо было бы или бальзам, или какое-то уходовое средство, или кондиционер. Возможно, это не было сделано, или плохое качество шампуня. Волосы, мы же ходим, мы же вот так, да, крутим головой, трутся. Образуется статическое электричество, ничего ты не поделаешь. Ну, вот такое явление. Тамар, можно еще вот вопрос как к химику, к органику. Лаурит сульфаты. Вот есть такое вещество, о котором нам везде пишут и говорят, что это вредно, какие функции оно несет, что это и что за этим стоит вообще. Вот когда входит лаурил сульфат в шампунь, что это? Да, я поняла, Юль, спасибо за вопрос. Это очень важный на самом деле вопрос. Очень многие люди мучаются, как, вредные, это химия. Но поймите, главный компонент любого моющего средства – это поверхностно-активное вещество. Как раз лаурил сульфат и есть такое поверхностно-активное вещество. Ведь мыло – это тоже определенное поверхностно-активное вещество. Есть люди, которые пользуются эко всякими шампунями, мыльными, орехами и так далее, так сказать, бессульфатными. Но это тоже ПАВы, просто другого действия, гликозиды. Давайте про лаурил сульфат. Довольно жесткий компонент. В нашем шампуне применяется его мягкая форма, другая, лаурет сульфат натрия. Щадящим действием обладает. Что он из себя представляет? Вот смотрите, это как бы разветвленная молекула в виде солнышка с ядром таким. Задача у него очень простая. Ослабить поверхностное натяжение между двумя границами раздела, двумя фазами. Это поверхность кожи и жир. То есть вот если это поверхность, есть жирная такая капелька, частица, значит, своими щупальцами, этот ПАВ, он ослабляет это натяжение, переводит грязь в воду. Это гидрофобное соединение, то есть боится воды. Вот почему я говорила, что надо очень хорошо смачивать кожу головы. Потому что водный барьер этот ПАВ не пройдет. Он просто сделает свою работу. Оторвет частичку жира и переведет в воду. Надо сказать, что вот в природе, смотрите, как устроено. Подобное растворяет подобное. Вот как химик, да, пазлы должны сложиться. Неорганическая грязь. Грязь вся делится на два типа. Химическая грязь, неорганика, и органическая. Химию мы можем пенки всякие удалить просто водой. А вот органическое – это жиры, только органическими соединениями. Вот к ним принадлежит лаурил сульфат. И мы поняли, что бояться не стоит, если мы очень хорошо смачиваем кожу головы и очень хорошо смываем. Я поразбиралась в составе, была поражена, насколько грамотно сделан состав нашего шампуня. Лаурет сульфат, бетаин. Бетаин – еще более мягкое средство, которое усиливает действие основного ПАВа. Это дорогой компонент, поэтому шампуни не могут быть дешевыми, содержащие бетаин.
Он применяется в детской практике, и он как раз снижает электростатику. Классная штука. Там еще есть гликозид, Да. тоже Вот Power. это тоже отмечали, что волосы не электролизуются после шампуней. Сейчас, секундочку. И там еще есть карбамид, который увлажняет волос. Там отрицательное действие вот таких ПАВов. То, что избыточно удаляет, обезжиривает кожу головы, люди испытывают сухость и зуд. И вот как раз карбамид, он эту проблему решает. То есть это очень грамотно составленный шампунь. Юля, ты хотела задать какой-то еще вопрос? Повтори, пожалуйста. Я говорю о том, что после наших шампуней волосы не электролизуются. Это уже проверено, и очень многие это отмечали. Да, Потому совершенно что верно. покупали именно для этого, использовали, и когда, особенно у нас сейчас осень, зима, когда шапку снимаешь, у тебя солнышко на голове, просто отлично. Да, Вот это после шампуня этого не происходит. Этого не происходит, причем раньше я какими-то металлическими расческами снимала эту электростатику. Да. Конечно, да. Ну, давайте сейчас еще немножко дополню интересный рецепт с уходовыми средствами для волос. Вы можете, ну, например, секущиеся волосы, очень часто разруха в волосах, вот эти сеченые волосы, как-то же надо восстанавливать. Да, вот сейчас еще, Тамар, можно я вас перебью? Вот, кстати, это, наверное, будет по теме, потому что сейчас очень многие, вот, видимо, с моря девочки писали и спрашивали, когда приезжают на отдых, и у них с волосами что-то происходит, у них шапочка на голове становится, у кого-то они как пружинные. Вот что с этим можно сделать? Совершенно верно. Ну, тогда давайте сейчас я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что, поймите, надо понимать, как использовать наши средства. Если вы едете в влажный климат, это море, да, то волосы не нуждаются в увлажнении. Мало того, что там происходит под действием влаги, а в атмосфере воздуха еще что-то присутствует, это опять же могут быть какие-то кислотные соединения, происходит разрыхление поверхности волоса. Вот эти чешуйки, да, они отходят, и волос деформируется, он представляет собой вот такое жалкое зрелище, волнистые пружинки, и ты не знаешь, что с этим делать. Для этого мы используем шелковую маску. Маска совершенно потрясающая. Вы просто, значит, наносите ее на вымытые влажные волосы. И тоже могу сказать, что не наносите на корни волос, потому что это может вызвать и утяжеление волоса, и вот токсикация, как я говорила, да, утяжеляет фолликул и таким образом производит ненужный эффект только на 1/2 длину волос. Волосы мы наносим, европейский тип волос, он очень мягкий. Что он делает? Он действует наоборот, он делает волос более жестким, прямым, гладким. И это относится к разрушенным волосам от химии, от каких-то всяких манипуляций, у которых вот в волосах просто разруха. Там маска, волос войдет ровно столько, сколько нужно, он войдет с конца и распределится по волосу. Это будет очень хорошая защита. Если волос азиатского типа, он совершенно другой, он жесткий. Вот там цементы такие плотные, что никак не повлияешь. Так вот, если обработать эти волосы маской, там можно подержать даже как маску минут 20. Волос будет как, ну, шелк, действительно. Он и сиять будет, и будет очень мягкий, ну, достаточно мягкий, чтобы быть эластичным и красиво укладываться. Европейскому типу волос не нужно долго держать, чтобы не было такого разжижения. Вот это замечательно, да, мы решим эту проблему и будем иметь ухоженный вид. Если же мы едем в жаркий, сухой климат, а мы говорили, что волос не любит жары, то здесь увлажняющие средства нужны, а маска здесь не подойдет. Вот в качестве увлажнения подойдет нежирное масло для волос. Вы просто его наносите после мытья, небольшую капельку, много не надо, вот буквально с копеечную монету. И я просто вот так. Тоже наносим на 2/3 волос, вот на 1/3,
Или с корней начинаем? Мы не наносим на корни, а просто на все волосы, и после этого можно укладывать. И могу сказать, что вот если волосы секущие, да, еще один рецепт есть. Вот в ту основу, которую я говорила, 1 столовая ложка масла, 1 чайная ложка бальзама, можно добавить масло жожоба 10 капель, и можно добавить масла эфирные, которые нам помогут. Роза, жасмин, герань, розовое дерево. Вы получите совершенно потрясающие средства, которые вам будут давать вот уход, защиту, блеск и прекрасный цвет волос, и ухоженность создадут. Что еще? Можно Тамара, сейчас, если у кого-то возникают вопросы, вообще посмотрите, пожалуйста, сейчас есть у нас вопросы или нет. И я хочу напомнить, что если кому-то нужна консультация, вы хотите узнать больше, под видео вы видите, там можно заполнить анкету, то есть написать имя, фамилию, указать телефон, там есть значки Viber, WhatsApp, Telegram, вы можете просто на них нажать, чтобы было понятно, через какой мессенджер к вам обратиться, и электронную почту. То есть, указав эти данные, вы сможете получить личную консультацию. И если вдруг мы не успеем ответить на чьи-то вопросы, вы сможете попасть на эти вопросы, услышать к тому человеку, который вас пригласил. Да, вижу уже вопрос от Лидии. Какое количество масел надо добавлять? Давайте так, 3% концентрация, что это значит? На 30 миллилитров 15 капель. Но я, честно говоря, не более, это максимально. Вот в этот вот спрей, а здесь, между прочим, 100, я не стала много добавлять. Я по 2 капли каждого масла, 10 капель на 100 миллилитров. Этого вполне достаточно. Здесь тоже не нужно, так сказать, перебарщивать. Но обычно крайний такой вариант – это 15 капель на 30 миллилитров. Это лечебная дозировка, которая, скажем, для промазывания головы. А здесь вот 10 капель на 100 миллилитров вполне достаточно на поверхность. И вы знаете, еще хотела добавить, пока не забыла, у нас есть мужчины, кстати говоря, шелковая маска. У меня муж очень любил шелковую маску. Это касается тех, у кого есть борода и усы. На самом деле прекрасно укладывается, можно придать любую форму. Борода становится послушной, мягкой. И можно получить вот такой хороший результат. Отлично. Еще меня спрашивали про утолщение волос. Можно создать такой вот видимый эффект толстого волоса после мытья головы. Нужно нанести бальзам для волос, значит, на 1/2, как мы с вами говорили, высушить. После этого нанести нежирное масло, а дальше укладывать волосы так, как вы привыкли. А на ночь спрей для волос без спирта, для сухих волос, миглиарин, лосьон спрей. Совершенно замечательная вещь. Вот человек получил такой эффект утолщения волос. Могу еще дать лосьон спрей, которым пользуется наша Гаяна Гетфрид. Там немножко другой состав. Это бальзам для волос. Она также вот использует такой флакон, но она его туда 100 миллилитров добавляет. И добавляет сверху немножко воды. Вы знаете, туда можно уже добавлять любые масла. Вообще это творчество. Вы относитесь к это не работа, это классный такой творческий процесс. Вы можете добавлять свои какие-то смеси. Можно, например, эфирное масло 33 травы 10 капель добавить. Или такую смесь иланг, нероли, апельсин. Или иланг, лимон, розовое дерево. Получите шелковистость. И еще один замечательный рецепт. У нас появилась композиция «Долгая жизнь». Ее тоже туда можно добавлять, и это мощнейший антиоксидант. Он улучшит качество и структуру волос. Юля, что ж, мне кажется, что по уходу за волосами я так в целом рассказала. Если будут вопросы, я постараюсь ответить. Вот ты обладатель
волос длинных, ухоженных, красивых. А как ты ухаживаешь за волосами? Я использую, у меня вообще 3 разных шампуня. У меня шампунь Органа для поврежденных и Миглиорин против выпадения. То есть я их периодически чередую между собой. И как вы и говорили, я мою, в принципе, так же. Я сначала смываю, потом небольшое количество, но небольшое количество – это где-то сантиметр, 1,5 сантиметра максимум, то, что мы выливаем на руку. Потому что, как я слышу от многих, начинают путать. Натуральный шампунь, он не создает огромной пены. То есть, если вы раньше пользовались синтетическим шампунем, он создает огромную пену, и когда мы используем наш шампунь, этой большой пены нет. И многие хотят добиться вот этого большого количества, начинают лить гораздо больше, чем необходимо. Маленькое количество мы наливаем. Мы, в принципе, первый раз смываем грязь. Второй раз мы начинаем уже уход за волосами. Вот все, как вы сказали. И когда мы промываем это, маску я использую как бы по определенным, там, когда это необходимо. Бальзам я использую каждый раз после мытья. То есть бальзам мы просто наносим и не смываем, потому что многие путают, бальзам хотят смыть. У нас смывается шелковая маска. У нас причем все, ну вот в такой дозировке, 200 миллилитров. И вот так, где у нас тут камера? Вот бальзам, шелковая маска, шампунь, они все идут именно вот такой дозировки. И у меня этого, в принципе, хватает надолго. Причем у меня длина, ну как бы не совсем короткие волосы. Поэтому, если вы один шампунь используете за месяц, вы что-то делаете неправильно. Лучше спросите у консультанта или кто вам может подсказать, как правильно вам его использовать. И еще мне запомнился давно такой рецепт: шелковая маска Санрокко. И вот когда совсем у меня были критические моменты, потому что у меня были и амбре, и мелирование, и шатуш, в общем, все новинки на моей голове были испытаны. Поэтому я как раз из той серии, которая испытала на волосах все, но при этом, видите, как бы они в живом нормальном состоянии. У меня нет такого кошмара как бы на волосах, когда они пушатся, был момент, когда они начали сечься, и я их начала, в принципе, лечить. Начала лечить нашим бальзамом, шелковой маской из Санрокко. Санрокко мы просто мешаем, я туда добавляю масла. Тот же розмарин мне очень нравится, иланг. Мы наносим на волосы. Я это одевала сверху шапочку, прогревала феном, упаковывала, немножко держала и смывала. То есть таким образом волосы, они пропитывались полностью. И вот еще что я люблю делать, когда мы окончательно промываем волосы, смыть их холодной водой, потому что чтобы чешуйки до конца закрылись. Это тоже, потому что когда они закрываются, это тоже определенный процесс, почему волосы блестят. И периодически вот тот же самый пузыречек Миглиорин, это спрей против выпадения. Я люблю со спиртом, мне кажется, он со спиртом все-таки работает больше. У меня был и без спирта, и со спиртом, мне этот больше нравится. И я сюда тоже добавляю, в общем, чайное дерево можно добавлять и в шампуне. Если у вас перхоть, можно даже в руку. Капнули шампунь, 1 капельку чайного дерева, вымыли голову. Если у вас проблема выпадения волос, вы можете просто спрей. Я сюда добавляю в спрей также розмарин для укрепления волос, масло иланг-иланг, розовое дерево. И вот здесь уже опять как правильно мы наносим спрей. Мы вот такие наши полосочки кожи мы пробрызгиваем не на волосы, а именно на кожу. Потом следующую прядь убираем и также вот несколько прядей мы раздвинули, кожу сбрызнули спреем и все. Это можно делать для профилактики 1 раз в неделю. Либо, ну, я думаю, 1 раза в неделю более чем достаточно. У меня вот пузырька тоже хватает надолго. Поэтому, если у вас быстро что-то заканчивается, посмотрите на то, как вы это используете. Да. С маслами, я думаю, у нас рецептов много, но очень часто именно вот проблема выпадения волос, это вот основная проблема, которая волнует. Проблема, согласна совершенно. Я в довершении вот этого, наверное, кусочка информации расскажу о своих впечатлениях. Вы знаете, в самоизоляцию так случилось,
что у меня закончился мой любимый шампунь для окрашенных волос. Я пошла в магазин, я купила достаточно дорогой брендовый шампунь. Какое-то время пользовалась, там написано было и эко, и био, и это, я так поняла, бессульфатный шампунь. Позиционировался натуральный, хотя понимаете, что в любом продукте должны быть вещества, эмульгаторы и так далее, чтобы это все держалось, не расслаивалось. Ну и через какое-то время я понимаю, что волосы, они не держат форму, они потеряли эластичность, и через какое-то время либо их надо опять было укладывать, они, дождь, влага очень сильно реагировали. И когда я промыла голову уже нашим шампунем, я поняла, что такое кожа дышит. Вот все бессульфатные шампуни, они недостаточно хорошо промывают кожу головы. А поймите, это самое главное, потому что фолликулы должны получать питание и должны быть очень хорошо очищены. Только тогда пройдет то питание, которое мы будем наносить на кожу головы при проблеме, связанной с выпадением волос. Вот такой у меня был опыт, и я была удивлена. Я теперь понимаю, что такое держать форму, что волосы эластичные, блестят. Если я еще в наш шампунь добавляю розмарин, там открывается цвет. Там совершенно сумасшедший блеск идет волос. Очень приятно, потому что розмарин открывает поры. Волосы дышат и получают питание. Ну, теперь самый главный вопрос – это выпадение волос. Тема, мне кажется, настолько актуальна, злободневна. Особенно сейчас. Ко мне стали обращаться очень много людей с такой темой, ну, потому что стресс. Стресс, он запускает все самые такие процессы нежелательные в организме. И, конечно, волосы – это первое, они реагируют на здоровье человека, внутреннее здоровье. Теперь давайте так. Вообще считают, что где-то от 50 до 100 волос, ну, это нормально. 100 волос, мне кажется, это все-таки многовато. И когда ты видишь волосы везде, на подушке, в ванной, на полу, ну, понятно, это проблема. Ее надо решить. Эта проблема может быть связана с какими факторами? Прежде всего, гормональная. Это щитовидная железа, нарушение функции, это снижение функции эстрогенов, это сахарный диабет. Вот сахар очень сильно, оказывается, вредит волосам. Анемия, недостаток железа, гемоглобина. Это всевозможные диеты с каким-то ущербным вообще питанием, перекосом. И здесь возникают дисбалансы. И, конечно же, это стресс. Сейчас я еще скажу, что курение и алкоголь. Алкоголь у нас крадет цинк, так важный для волос, витамин С, который способствует усваиванию важных макро-микроэлементов. Поэтому, ну, как бы, вы понимаете, это личная ответственность каждого. А теперь давайте про стресс. Это одно из самых важных факторов. Честно говоря, я заметила, март месяц, конец апреля, это может быть еще связано было и с сезонным выпадением волос. Какое-то количество волос все равно должно было выпасть. Но, тем не менее, стресс я почувствовала, поэтому я стала применять нашу программу. Но перед этим есть такие моменты, связанные со стрессом, с которыми надо справляться. У многих людей чувство страха возникает. А как жить дальше? Что будет? Вы знаете, в молодости как-то мне попалась книга очень интересного тибетского ламы Лапсан Крампа, который написал: «Самое страшное, что может быть в жизни, это чувство страха». Я запомнила это на всю жизнь, потому что это просто остановка всего, развитие, энергия. Все останавливается, и человек, ну, как бы проваливается в никуда. Поэтому чисто внутренне, какая бы ситуация ни была, важно с ней поработать, принять ее. Все можно решить. Есть проблема, значит, есть и способ ее решения на самом деле. Да, мы ее внутренне принимаем. Если ситуация нам не нравится, мы ее снаружи меняем, и все. Нам никто ее не мешает. И здесь мы, кстати говоря, тоже можем помочь себе. У нас есть прекрасный
прекрасный препарат, ну, скажем, релаксинопаник. Чем он отличается? Вот если такая стрелка, знаете, было событие, скажем так, я впервые ощутила, что такое паника. Когда стрелка вот так вот растет вверх, и ты не можешь остановиться. Все. Буквально одну маленькую таблеточку, и все, возвращается на круги своя. Есть еще препарат более длительного применения, называется релакс. Вы его можете принимать там. Это ситуативно, а релакс по 1-2 раза в день. И он, самое главное, для автомобилистов ни в коем случае не ослабляет концентрацию внимания, память. Потом у нас появился, вы знаете, я была поражена. Вот, думаю, изоляция, дыхание. Я купила такое купание среди лесов. Безумно мне понравился. Вот вдыхаешь его. Знаете, это уже Здесь, как и само по принцип себе ароматерапии, если запах нравится, и мы его используем. Из той же серии. Немножечко продолжить все-таки именно эту тему, это и личный мой опыт, и надо понимать, что это еще и не только приятие, а это и лечение. Сердечно-сосудистая система, как оказалось, иммунитет и дыхательная система, оксигенация мозга, увеличение состояния аспирации легких, это лечение. Я просто это случайно заметила. Вот видите, я с таким медальончиком, здесь фетровая вставочка. Мы туда 1-2 капельки. Я когда работала за компьютером, боже мой, какое спокойствие, благодать. Этим мы можем решить проблему. Чем стресс, да, и у нас еще есть slow down. Вот видите, я этим тоже закупилась. А здесь просто спрей, вы можете понюхать, так, и, так сказать, Ну дыхать. да, но если мы касаемся стресса, здесь можно и ту же релаксину использовать, и тот же релакс. Здесь все кому уже что удобно. Да. Еще хотела дополнить вот свой личный опыт. Для меня это масло можжевельник, которое ношу с собой постоянно в сумочке. Общение с тяжелыми людьми. Бывают разные ситуации. 1 капелька сюда, потому что иногда даже голос пропадает сюда, вот так сюда. Приходите домой, капельку на ладони, подышите именно со своих рук, потому что он перемешивается с вашей энергетикой, оказывает уже такое благоприятное действие. И проводите вот так еще по всей ауре, сверху вниз. Вот он как раз латает вот эти дыры. Общение с разного рода людьми, но это еще не все. На ночь можно принять или душ, или ванну, ну эти способы вообще известны. Я люблю душ, просто на пену, губку и пройдусь вот так. То есть дальше уже только бы добежать до кровати, сон обеспечен, и вы будете крепко спать. У кого проблемы со сном, это еще sleep well. Причем, вы знаете, мне показали очень интересный способ, как им пользоваться, йоговский такой способ. Вы подносите к одной ноздре, а вторую закрываете. Дыхание. А через другую выдыхаете. И точно так же с другой ноздри. И получается очень интересный, как раз хороший эффект. Стресс. Что он еще делает? Он сжимает мышцы скальпа, кожа головы становится жесткой. О каком питании фолликул может идти речь? Значит, нужно ослаблять, нужно делать массаж. И прежде всего, это шейно-воротниковая зона. Особо мы сейчас очень много сидим за компьютером, правильно? Остеохондроз и так далее. Это, конечно, всем известный крем можжевельник. Но для меня еще открытие – это Blue Relief. Вот, первое, что я купила, сустав. Да, это шикарная новинка, которую уже оценили очень многие, Да, и прямо шикарно. Нужно пользоваться буквально несколько капель. Вы наносите, буквально где-то, знаете, 10-15 минут снимает вот этот блок. Идет расслабление абсолютно мощно. Можете сочетать с можжевеловым кремом, можете отдельно Blue Relief использовать, и вы получите хороший результат. И для массажа можно еще приготовить специальную смесь, например, такую. Сейчас скажу. Лаванда. Вы готовите на масле базовом, вот здесь 30 мл и 15 капель. Лаванда, эвкалипт, можжевельник,
апельсин. Конечно, хорошо бы розмарин, но здесь нет, поскольку розмарин все-таки влияет на повышение давления, у кого оно есть, лучше можжевельник и использовать апельсин. Ну, здесь как раз циркуляция крови улучшается, и нервные как раз наши окончания ослабевают и приходят в норму. Ну, давайте так, очень интересный вариант, с которым я довольно часто пользуюсь, это рецепт нашей любимой Александры Кожевниковой. Ампулы для волос я всегда оставляю. Здесь такой наконечник. И на 10 миллилитров либо лосьона спрея без спирта, либо вы берете лосьон спрей миглиарин без спирта и добавляете туда масло жожоба, то есть 1 к 1. И вот туда одно из нескольких масел. Смотрите, какие масла. Ведь облысение, как правило, это еще прогормональный процесс, сейчас мы к этому уже приближаемся. Значит, лаванда расслабляет, работает с гормональной системой, апельсин – это эмоция радости, мелиса сильно успокаивает, это еще и антисклеротическое действие. Мята насыщает кислородом, улучшает коронарный кровоток. Можжевельник – это глубокое успокоение ума. Это вот, наверное, для меня. У меня зацикливание иногда бывает, вот какую-то мульку крутишь в голове, вот это точно все проходит. Иланг-иланг – это самый сильный спазмолитик, это гормональное масло. Шалфей – он воздействует на гормональную и гипофизарную систему. Эвкалипт – оксигенация мозга. То есть вы здесь выбираете где-то 4 масла или 5 и по 1 капельке вот сюда. Этого вполне достаточно. Эффект 3 в 1. Что вы получаете? Улучшение кровоснабжения кожи головы в первую очередь. Это снижение артериального давления. Это актуальный вопрос. Ну и как приятный бонус – это укрепление волос. Классный абсолютно метод. То есть вы берете буквально точечно вот так. И не надо тереть кожу головы, а просто скальп. Ну, вот сейчас такая очень актуальная тема. Мы уже все причины, ну, их много на самом деле, их надо поразбираться с ними. Но да, все здесь витаминоз и много всего есть, и послеродовые очень часто бывают такие. Даже питание, вот знаете, какой интересный момент, оказывается, один японский ученый обнаружил, я читала его статью очень интересную, красное мясо, вот кто увлекается, этому тоже есть объяснение, это жар, это такой огненный продукт, да, печень, это тоже отвечает за эту стихию, там еще содержатся насыщенные масла. Короче говоря, этот японский ученый приехал в Америку, переключился на европейский тип питания, и у него началось облысение вот как раз по андрогенному типу, то есть это теменная область и височные зоны. Как раз это объясняется красным мясом. Ну, приехав домой, где-то в течение 2-3 месяцев практически все восстановилось, это о многом говорит. Поэтому лучше в качестве белка, а белок нужен, конечно же, волосам, это кератиновая основа волоса. То есть мы используем из мяса белое мясо, курица, индейка, рыба. И все остальное – это просто здоровый тип питания. Я даже сейчас на этом не буду останавливаться. Тамара, можно еще как раз вопрос по теме, потому что когда у нас у женщин выпадение волос, это понятно, когда у мужчин это идет и на генном уровне, и как часто это можно восстановить полностью, потому что это вопрос довольно-таки часто стоит. Да, это действительно, спасибо, Юль, действительно так. Но вот что интересно, на 90% у женщин это прогормональные проблемы, это снижение эстрогена, а тестостерон есть и у мужчин, и у женщин. И у мужчин это на 95% носит андрогенный характер. Поэтому природа, в общем-то, одна, даже у женщин идет облысение по мужскому типу, это как раз височные области затрагиваются. Но у женщин еще бывает диффузное облысение, которое идет равномерно по коже головы. Но все-таки связано именно с нарушением
именно гормонального фона. После родов это тоже гормональная перетряска, и идет выпадение волос, улучшается вообще их общее состояние. В чем есть проблема? Что отвечает вообще за сам процесс выпадения волоса? Есть такой фермент 5-альфа-редуктаза, который выполняет такую функцию. Он переводит тестостерон в плохую форму, гидротестостерон, а он попадает в кровоток, сужает кровеносное русло в области самого фолликула. Фолликул волоса не получает питания, он выпадает. И вот препараты, направленные на восстановление волос, они должны содержать именно такие компоненты, которые блокируют этот вредный фермент 5-альфа-редуктаза, действует на причину. Надо сказать, что когда я с этим столкнулась, у нас такая прекрасная, оказывается, есть программа. Кто у нас первый подопытный? Конечно же, это свои близкие. Иногда и мы сами. Ну, мы сами, да, он очень переживал. Понимаете, вот есть люди, которым волосы просто идут от природы. Ну, переживал он ужасно. А еще шутил на эту тему, как только женился, вот волосы начали выпадать. Ну, мы что только не делали. Что в те времена было? Господи, это жуткое пресловутое репейное масло. Потом оно не смывалось, там 20 смываний желтком. Когда он приходил на работу и говорили: Миша, что с тобой? Он говорил: у меня жена химик. Все. Да. Яйца, лук, это все уже испытали. Но если бы тогда были такие средства, конечно, удалось. Но тем не менее, вы знаете, уже в возрасте 60, когда было, мы попробовали эту систему. Поймите, вот 50% луковиц, они дремлющие, а 50% активные. Наша задача перевести дремлющие луковицы в растущие, то есть стимулировать рост волос. И с этой задачей вполне можно справиться. Надо понимать, что если луковица не активна где-то уже лет 7, то, в общем-то, она замерла. И с чем мы столкнулись? Когда мы стали применять эту программу, то я сразу предупреждаю, это во времени, это не значит, что вы прям буквально через неделю, так сказать, будете с шевелюрой. Через 3 месяца у него на этом месте парикмахер говорит: ой, что это? Пушок, да? Появился пушковый слой волос, и потом уже остистые. То есть в какой-то степени это все стало отрастать. Ну, давайте мы конкретно, наверное, да, коснемся этой программы. Это всего-навсего у нас вот такие очень хорошие препараты. Первый из них – это трикокс. Трикокс препарат, он трехфазный. Там как раз есть блокатор фермента 5-альфа-редуктазы, там есть макро-микроэлементы, кальций, магний, цинк, который нужен, витамины группы В, пантотенат кальция, который нужен обязательно волосам. И самое главное, там есть серосодержащие аминокислоты L-цистеин и L-метионин, как строительные такие аминокислоты самого кератинового слоя волоса. 3 капсулы разного рода, которые принимаются утром, в обед и вечер по схеме. Ну, рекомендуется, в общем-то, где-то пару, наверное, пачек на курс. Наружно мы используем ампулы для волос, 10 ампул, причем схема такая. Вот одна упаковка по одному ампулу, ну, у вас может оставаться, вы можете в холодильник там ставить, потом доиспользовать. Через день идет обработка, то есть здесь это в течение месяца, а дальше просто 2 раза в неделю как поддерживающий курс. И, конечно, наш любимый шампунь Миглиорин. Шампунь этот достаточно такой, это и детокс-программа, и он очищает волосы хорошо. Его, правда, можно чередовать и с любимым, но это очень хороший шампунь. Что вы получаете в результате этой программы? Ну, во-первых,
где-то через неделю, дней 10 у вас начинают волосы блестеть. Конечно, вы используете вот программу мытья, о которой я говорила. Через пару недель волосы прекращают выпадать. Вот это очень важно. И улучшается их структура, это видно. Волосы получают нужное питание, они дышат. И дальше вы идете по схеме, и уже где-то стимулирование роста волос вот спустя 3-й недели. И пушковый слой волос, а потом и остистые волосы. Так у вас происходит в течение 3 месяцев. Потом мы делаем перерыв, и можно перейти на более такую простую уже форму. Это у нас есть капсулы миглиорин. Вот я сейчас Да, это вот как раз у меня спрашивали, какие витамины для волос. Да. Вот это как раз витамины для волос и ногтей. Да, и вот это тоже витамины, можно сказать, они лечат. И вот это, вы знаете, кому это хорошо? Дети. Это восполнение вообще дефицита питания. У них школа, у них сейчас они самоизоляции учатся за компьютером. Это что-то нагрузка. Да. Нервничают они ужасно. Вот, пожалуйста, спреи наши все, slow down, скажем тогда. И вот это, всего 2 капсулы в день. Потрясающая поддержка. Здесь еще знаете что? Кожа, кости, волосы и ногти. Да. И еще профилактика пигментных пятен, что мне тоже очень нравится. И остеопороза, если мы касаемся уже здоровья. Да. Здесь 2 серосодержащие аминокислоты. L-цистеин и L-метионин. Вот это строительство кератина. И дальше мы переходим на поддержку витаминную, витабаланс. Ой, это у нас называется All Day Fit, то есть витамины на каждый день. Одна совершенно замечательно. И по необходимости все-таки волосы надо поддерживать наружно. Это лосьон спрей без спирта. Ну, по типу волос у меня сухие, скажем, без спирта. Еще 3 месяца. И таким образом вы решаете эту проблему выпадения волос. Это очень хорошая программа, поверьте, она работает вне возраста. У нас есть случаи, когда 70 плюс человек получил результат. Вообще все, кто ей пользуется, каждый получает свой результат. Сейчас мы можем по поводу вопросов... Результат по выпадению, я могу сказать, что у меня очень многие клиенты использовали именно трикокс, спрей, шампунь, капсулы миглиорин, и результаты были просто восхитительные. Поэтому как часто их нужно использовать? Кому-то здесь нужно смотреть, скорее всего, как бы по тому, как часто выпадение и какая причина выпадения. Поэтому кому-то достаточно, может быть, курса, и следующий может быть раз в год это где-то делать. Поэтому здесь нужно всегда смотреть. Как часто это использовать? Конечно, ситуация. Это же нам плюс, это волосам большая поддержка. Не надо думать, что все пройдет само собой. Честно говоря, давайте я вам так скажу. Где-то 1/3 волос я потеряла в предклимактерическом периоде. Я думала, ну ничего, восстановится. Нет. Вот это вот на 1/3 уменьшилось. Понимаете? Поэтому... Надо грамотно к себе подходить. И как раз, когда вот такой специфический период, у нас есть препарат Фито-40, который содержит как раз геномодифицированную сою, это изофлавоны сои, которые являются блокатором 5-альфа-редуктаза. Это в помощь еще этой программе, когда у женщин сильно падают эстрогены. Понимаете, поэтому здесь речь, с моей точки зрения, не идет как часто, а именно упадают волосы. Значит, мы действуем. И... Да, есть проблема, есть решение. Что? Да, конечно. И еще что я вам тут приготовила. Вот видите, какие инструменты у меня? Да. Это ваши волшебные расчески. Это волшебные мои любимые расчесочки. Это дуб. Это из красного дерева. Это мой любимый можжевельник. Вот, и вот это можжевельник. Значит, вот эта расческа для меня самая любимая, она с ручкой, она удобная. Не рекомендуется использовать из сосны. Здесь скругленные вот эти зубья. Мне, конечно, еще порежу, но вполне можно.
Что вы делаете? Как еще волосам можно и себе помочь? Вечером пришли, устали, жутко устали, да? Это называется аромарасчесывание. Вот моя любимая розы. Вы можете на роли антидепрессант, тоже шикарный. Жасмин, что хотите, гормональное масло, апельсин, радость, иланг. О, иланг вы вообще будете неотразимы. Это афродизиак вечером. Правильно? И всего-навсего 1-2 капельки, и вы расчесываете свои волосы. Это очень приятная на самом деле процедура. То есть они Можно я еще добавлю, Тамара? Вот я читала, что волосы вообще как бы до 30 лет большая часть фолликула, они вообще спят. И для того, чтобы их разбудить, нужно вообще часто чесать волосы. А очень многие считают, что они утром расчесались, и до вечера их расчесывать не нужно. А когда мы расчесываем, это же идет одновременно массаж головы. Поэтому это тоже имеет значение. Как бы, мы просто об этом очень часто не говорим, потому что мы это знаем уже. А те, кто не знает, имейте в виду, что чем чаще вы волосы расчесываете, тем больше ваши фолликулы спящие просыпаются и начинают расти новые. Это тоже очень важно. Больше добавить. У вас есть прекрасный инструмент, который всегда при вас. Это ваши руки. Да. Ваши замечательные руки. Ту же самую капельку. И вот смотрите, есть упражнения для волос. Совершенно чудесные. Отлично. Отлично. Я сейчас, ладно, пойду на это. Немножко здесь взлохмачу себя. Вспомните китайских таких, ну как их там назвать, не знаю, старцев, не старцев, но у них хвостик. Скажем, вот... Монахи. Да. И вот нужно вот таким образом снять напряжение. Вот это напряжение, это как антенна такая, вы снимаете ее, да, и таким образом облегчаете здесь, снимаете негативную информацию, которая вообще она оседает всегда на волосах. Проработать челку, вот этот чубчик, снять. Прежде чем тонизировать, надо снять напряжение. Как мы еще очищаем волосы? Надо пройтись вот так по волосам, немножечко оттянуть. Вы тоже улучшаете кровообращение? Дергать. То есть мы прямо берем их и дергаем, правильно? Проделайте, поделитесь впечатлениями. Вот так, натянуть немножко и как бы прочесать, как ткань. И пройтись так по всем волосам. Женщина, причем, начинает с левой стороны. Я не знаю, как я у вас, наверное, наоборот там выгляжу. А мужчины с правой. Вот все пройти. Да, я интуитивно полезла в левую часть дергать. Да, а потом что вы делаете? Потом вы начинаете заряжать волосы, волну такую пускаете. Вот так, раз, вот так. Вы положили руку на затылок, вот так волосы погрузили руку туда и вперед. Вот таким образом. И когда вы так проделаете, вечером особенно, во-первых, вы сняли какой-то груз с головы. Это совершенно удивительная процедура, особенно если вы еще с маслами. А заканчиваете все вот таким фонтанчиком. Собрали волосы и отпустили. Я вообще такой массаж для головы знаю, просто то, что я умею делать, и любой массаж для головы, он заканчивается тем, что ты человеку дергаешь волосы, и в итоге в конце все это как хвост, и тянется полностью. Внимание. Вот смотрите, какой объем головы. Я не расчесывалась, я просто с ними поработала. Да? А что при этом происходит? При этом идет структурирование самого волоса, он становится более гладким, и появляется чудесный блеск. Вот такой, знаете, Голливуд. Особенно, когда вы выйдете на солнце, волосы будут переливаться всеми цветами радуги. Да, ну, просто не видно, наверное. Вот сейчас я попытаюсь как-нибудь. Которыми виден блеск или не виден. Пользуйтесь. Юль, меня интересует, есть ли там какие-нибудь вопросы? Да, вопрос есть, Тамара, по тому спрею, который вы давали, я так поняла, по тому спрею. Его наносить каждый раз после мытья? Вот это... С бальзамом? С бальзамом, да. И с этим. Ну, совершенно верно. Это средство, которое оживляет волосы. И после мытья я еще укладываю после этого. Конечно.
Это, конечно, укладочное средство и лечебное средство для волос после мытья. Но, кстати, его можно наносить и в промежутках между мытьем, просто потом на поверхность волоса. Это тоже можно делать. Я хочу напомнить сейчас, если вы смотрите на сайте Руби Васан, вот по ссылке, по которой вы перешли в соцсетях, под видео вы видите место, где можно заполнить анкету. Вы пишете имя, фамилию, свой номер телефона. Там, где пишете номер телефона, укажите, как с вами связаться. Viber, WhatsApp или Telegram. И укажите на всякий случай электронную почту, если где-то вдруг вы ошиблись в номере телефона, чтобы с вами можно было связаться. Для чего эта анкета? Анкета вам дает возможность бесплатно проконсультироваться со специалистами, потому что у нас специалистов много, у большинства волосы шикарные, из тех, кто пользуется давно, поэтому не забывайте оставлять анкеты, писать туда свои данные и приходите и спрашивайте все, что вам интересно еще. Вот по вопросам, так, что я еще, вот, у меня еще какой вопрос задавали вчера и сегодня по седым волосам. Вот по седым волосам я вкратце расскажу, что краска, она закрашивает идеально просто. И что я могу сказать вот по краскам, мы не будем вдаваться. Если интересна тема красок, может быть, когда-нибудь, просто у нас эфиры сейчас расписаны, поэтому можно будет договориться с каким-то уже профессионалом, парикмахером, который использует постоянно, потому что нюансов в окраске много. Но то, что у нас краска без аммиака, и она дает шикарные результаты, волосы просто блестят, они становятся такими восхитительными. И вот что я могу сказать, когда вы красите натуральной краской, у вас нет резких переходов. Вот я использую 17-й, уже не знаю чем, уже с много чем, с осветлениями, с тонированиями, поэтому вот нет четкой границы, когда вы наносите черную краску, и у вас волосы отрастают, и есть вот это четкое конкретное деление. С натуральной краской этого не происходит. И если у вас седые волосы, не бойтесь использовать нашу краску. Самое главное, подберите цвет, который вам нравится, который подходит, и она будет замечательно все закрашивать. Это уже проверено годами и десятилетиями, поэтому это 100% работает шикарно. По уходу, вот то, что мы используем для мытья волос, у меня как бы из того, что был опыт для седых волос, Тамара, вот подскажите, наверное, что лучше использовать? Потому что есть некоторые шампуни, которые для седых волос не подошли. Вот шикарно, я могу сказать, подошел шампунь Органа. Ну, пожалуйста, есть выбор. Здесь, ну, я не знаю, что значит для седых волос. Они совершенно не окрашены, то есть просто седина. У меня была девушка, у которой полностью седые волосы не окрашенные. То есть, когда мы красим, это понятно, там мы используем обычные шампуни, краску, то же самое. Когда волосы не окрашены, то есть полностью седые, не окрашенные. Вот шампунь, ну, здесь индивидуально нужно смотреть, я думаю. Нет такого, чтобы он не подошел для седых волос. Скорее всего, это индивидуальная особенность. Но, простите, у меня 60%, наверное, седые волосы, да, когда они отрастают, это видно. И я пользуюсь теми же самыми шампунями и так далее. Здесь надо человеку подбирать, честно говоря. Выбор-то ведь есть, он огромный и по типу волос, и по составу плавов. Это попробовать нужно, я думаю, человек обязательно найдет. И для нормальных волос очень хороший шампунь. Ну почему именно я говорю об анкете? Потому что здесь, во-первых, для чего эта консультация? У нас все шампуни, мы просто не успели коснуться. Каждый шампунь имеет свой pH. Это тоже важно. Потому что каждый шампунь, он подбирается не только по типу волос, но и потому, какая у вас кожа головы, есть ли проблемы, перхоть и так далее. Потому что у нас есть для окрашенных, для поврежденных, для нормальных, от перхоти, против выпадения. Что я еще пропустила? Для поврежденных. Да, но, кстати, могу сказать, еще напомнила Юль, что вот когда мы рассматриваем проблему выпадения волос,
бывает сухая сибарея, правильно? Прежде Да. чем использовать эту программу, что такое сухая сибарея? Сразу ампулы на спиртовой основе – это жестко. Поэтому с этим надо поработать. Использовать шампунь. Если это жирная сибарея, то это шампунь для жирных волос, туда даже можно добавить чайное дерево. Если сухие, то мы используем вот этот самый мой любимый спрей для сухих волос. И как тогда проходит работа? Сначала вот неделю, да, попользоваться этим, там уйдет эта сибарея однозначно. Внутрь мы обязательно принимаем, промасливать надо организм. Это элемент сухости организма. Это либо омега-3, либо нигенол. Там можно попить артишок, фенхель внутрь, да. Дальше что? Значит, процесс мытья будет происходить и пользование этими средствами тогда так. Перед мытьем непосредственно наносим спрей, немножечко выдерживаем и таким образом смягчаем кожу головы. Потом моем. Можно просто шампунем или миглиорином. Потом наносим ампулы, потом на наружную сторону волос. Вот так. И после мытья ну, вот так, да, ампулы и так далее. То есть самое главное, мы работаем с вот этим спреем для сухих волос, дабы упредить мощное воздействие ампул на спиртовой основе. Так. Это нюанс такой есть. Ну и самый важный фактор, чтобы прекрасные волосы у вас всегда были, это нужно заниматься очисткой организма, нужно своевременно пропивать определенные комплексы и, конечно, радоваться жизни. Потому что все, наше долголетие как раз и заключается в этом. Для того, чтобы были вы радостные, счастливые, чтобы вы радовались вы каждому дню, уже забудьте вы обо всех пандемиях, хватит себе стрессовые ситуации нагонять, потому что, ну, как бы, можно нагонять, но это дорого будет стоить. Поэтому, чтобы не нужно было употреблять определенных и дополнительных каких-то капсул, давайте мы выходить будем из этого стресса, будем радоваться и просто ухаживать за своими красивыми волосами. И если какие-то проблемы есть, если вы хотите узнать больше, если вам интересно узнать, как заказать, не забывайте заполнять анкету. У нас вот под этим видео есть анкета. Если вы в соцсетях смотрите, вы переходите по ссылке и видите там уже саму анкету. Именно по ссылке. Заполняете имя, фамилию, можете сделать это прямо сейчас. Заполнить свой телефон, электронный адрес и не забывайте на телефончике указать Viber, WhatsApp или Telegram, то, чем вы пользуетесь. Я думаю, у нас на сегодня уже все вопросы мы исчерпали. Ну, самое главное, будьте здоровы, счастливы и красивы. И пусть у вас все будет хорошо. А можно маленькое дополнение от психиатра? Да, конечно. Ну, я про аромарасчесывание. Для того, чтобы сон был крепче, вот надо на расчесочку капать апельсин, а можно в смеси с хвойной нашей композиции «Гуляние среди лесов». И прочесываю я волосы спереди назад, потом справа налево, потом слева направо, потом сзади начинаю и вперед. И так это где-то в течение 5 минут. И в данном случае это мягкое, неинтенсивное расчесывание, но слегка нажимая на кожу головы расческой. А с утра, наоборот, если надо бодрость, то на расчесочку масло лимон, смесь Get Up нашу, и такое же прочесывание, но более интенсивное, более активное. Вот это маленькое вступление. Спасибо большое, Светлана. Ну, мы хотим поблагодарить всех, кто смотрели этот эфир. Не забывайте заполнять анкету, пока вы здесь. И будьте счастливы, здоровы и посещайте наши все эфиры по понедельникам. Понедельник в 19 часов. Ну и всем до свидания. Спасибо, что вы были с нами. Пока-пока.